Что произошло позавчера ночью? Что это за полуночный пресс-брифинг с журналистами, которые еще и ждали все 1,5 часа? Конечно же, это было умышленным троллингом. Демонстрацией силы, демонстрацией возможности заставить мир навострить уши и ждать судьбоносного объявления. Всей мощью государственных СМИ анонсировалось важнейшее сообщение Путина. Отдельно подчеркивалось, что это первый случай в истории, когда проходит ночной кремлевский брифинг. В первый ряд усадили именно иностранных журналистов и всех заставили ждать, максимально нагнетая атмосферу. Это все ничем иным нельзя объяснить, кроме того, что Путин умышленно и получая от процесса ни с чем не сравнимое удовольствие, демонстрировал себя альфа-самцом. То, что он сказал на этом пресс-брифинге, можно было сказать на следующий день. Можно было вообще выпустить пресс-релизом или вложить в говорящую голову Пескова. Это абсолютно бессмысленное и совершенно формальное сотрясание воздуха. Но он заставил весь мир ждать этого формального сотрясания. Заставил европейские правительства в своих ситуационных комнатах нервно обновлять трансляцию в ожидании то ли мира, то ли ядерной войны. Потому что он может это делать. Потому что в его логике это и есть власть. Когда весь мир в страхе ловит каждое твое слово. И вот это ключевой момент. Мы можем приводить и регулярно приводим самые разные аргументы, почему Путин склонен или чаще не склонен закончить войну. Но самый главный аргумент не о перспективе вернуть домой миллион мужчин с военным опытом, не об экономике, из которой только выбить расходы на войну, и она тут же ляжет на бок. Все эти риски Путиным, если и учитываются, то далеко не в первую очередь. Главное же в том, что он наслаждается происходящим. Без войны нахрен никому не будет нужен его ночной брифинг. Крупнейшие мировые СМИ перестанут ловить и интерпретировать каждое его слово. Он снова станет не вершителем судеб, а восточноевропейским диктатором, до которого никому за пределами региона нет особо дела. Он потеряет весь свой статус, полученный на этой войне, а его жизнь утонет в мерзкой рутине. Каждый раз, и этот особенно показательный, мы видим, что вся эта война – это в первую очередь стариковская блажь. Фронтовая мясорубка, гибель сотен тысяч людей делают жизнь старика осмысленной. Ему нравится ситуация, когда весь мир ждет сообщения, что он прекратит убивать людей, а он такой: а я не прекращу. Ему явно кажется, что это шикарная царственная хохма. Теперь же логично перейти к переговорам в Стамбуле. Понятно, чего этим предложением Путин добивался. С российской стороны в Стамбул улетает какой-нибудь Мединский или подобного рода гражданин, занимающий место в табеле о рангах, уровень офисной кофеварки. С другой стороны, там условный подоляк, и пускай они там ведут разговоры двух светских сумасшедших до тех пор, пока у лягушек не вырастут волосы. Когда после этого у Дональда Трампа снова кровь ударит в виски, и он снова решит, что над ним издеваются, всякий раз можно смело показывать пальцем и говорить: вот смотри, переговорный процесс-то идет, какие вообще вопросы? Можем следующий обмен пленными в твою честь опять назвать, или еще один батальон в плен не брать, или о чем-нибудь там поговорить на этих переговорах, чтобы тебе было о чем в Твиттер писать. Это идеальный формат стационарного переговорного процесса. Ничего не значащих и ни на что не влияющих чиновников высылаем в Турцию, и все, переговоры как бы есть. Все хотели переговоров, и вот они есть переговоры. Какие вообще вопросы? Казалось бы, это идеальный выход из той ситуации, в которую Путина поставили совместные усилия Соединенных Штатов, Украины и Европы. Не отказ, но саботаж. И было бы с этим все совершенно замечательно, если бы не лихая реакция украинской стороны. Владимир Зеленский совершенно неожиданно сказал: ну, хочешь переговариваться без условий? Ну, поехали переговариваться без условий. Хочешь с 15 числа? Так тому и быть. Жду тебя в Стамбуле 15 мая. Это очень хороший ход, потому что непонятно, как из этой ситуации теперь выкручиваться, чтобы поддержать желаемое впечатление. Явно о мире должны договариваться люди, которые принимают решения. В глазах всего мира это выглядит именно так. Никаких разумных мотивов для отказа от разговора с главой государства, с которым ты воюешь, если ты заинтересован эту войну закончить, быть не может. Путин сам без остановки проследовал станцию, где Зеленский нелегитимен и с ним нельзя ни о чем разговаривать и договариваться. Он сам предложил переговоры без предварительных условий. Но если ты считаешь, что можно договариваться с делегацией, которую назначил Зеленский, если ты считаешь, что у него есть полномочия назначить эту делегацию, значит, и с ним самим разговаривать вполне себе можно. Личные переговоры глав государств
это то, что очень сложно свести к привычному балабольству и разъехаться из Стамбула ни с чем. К этому событию будет привлечено всеобщее внимание. Туда Трамп, надо думать, очень быстро приедет. Не упустит такой возможности. And I believe the two leaders were going to be there. I was thinking about flying over. I don't know where I'm going to be on Thursday. I've got so many meetings. But I was thinking about actually flying over there. There's a possibility of it, I guess, if I think things can happen. С чем-то придется с таких переговоров выйти. Их нельзя будет тянуть фоном. Отказываться, говорить, что глава киевского режима тебе не ровня. Это все тоже как-то странно. Ты несешь ответственность за граждан России, чтобы они перестали гибнуть. Ты должен использовать любую возможность поговорить хоть с чертом лысым. Если ты заинтересован в окончании войны, то должен на максимум использовать настолько очевидный шанс ее закончить. Да, понятно, что Путин плевать хотел на жизни российских граждан. Но прямо-то об этом говорить нельзя. Нельзя прямо говорить, что война тебя полностью устраивает. Украинская сторона поставила Путина в ситуацию, когда реагировать нужно, но любая реакция будет выглядеть плохо. Путин никуда, конечно, не поедет. Не, но оставим тут 1% на ошибку. Но в целом считаем, что это очень маловероятный вариант. Не для того Путин уже 4-й месяц саботирует любые попытки переговоров, и не для того наслаждается ощущением, будто он император галактики, чтобы поехать на встречу с Зеленским, откуда придется привести мир. Этот вариант настолько поперек всему, что кажется заведомо исключенным. Скорее всего, мы получим бюрократический ответ устами Пескова. В графике президента поездка в Турцию не значится. И на этом все закончится. Понятно, что сейчас они сочиняют ответ поинтересней, но вряд ли что-то придумают. Выглядеть это в глазах Дональда Трампа будет плохо. Зеленский подготовил ему почву для большого и яркого победного перформанса, а Путин мешает этому перформансу состояться. В этом и цель предложения Зеленского. Показать Трампу, что единственное препятствие на пути к полному его триумфу – это Владимир Путин, которому на самом деле абсолютно ничего не мешает закончить эту войну. Ведь если можно заключить мир на 3 дня, то можно и на 30 лет. А Путин уже по своему желанию эту войну то приостанавливает, то возобновляет. Единственное препятствие – это нежелание Путина закончить войну, а заодно и возможность все дальше издеваться над американской администрацией. Короче говоря, требование личных переговоров в Стамбуле – это очень сильный дипломатический ход украинской стороны, который будет иметь большое значение для восприятия войны в мире. Но к окончанию войны он нас не приближает. Заложим, опять же, какую-то небольшую вероятность в единичные проценты, что 15 мая мы реально увидим Зеленского, Путина и Трампа еще на переговорах в Стамбуле. Но звучит это как научная фантастика. И тут мы возвращаемся к началу разговора. Большая проблема с этой войной в том, что у нее нет никаких рациональных резонов и достижимых целей, нет никаких объектов или сущностей, о которых можно было бы договориться. Как война за территорию, происходящее не имеет смысла как минимум с конца 22 года, причем для обеих сторон. Что могли захватить при первом наступлении, захватили. Что могли украинцы отбить при контрнаступлении, отбили. При нынешнем темпе войны Путин, доживи он хоть до 100 лет, не увидит ни Херсона, ни Запорожья, как своих ушей. А уж возможность захвата Днепра, Одессы, Харькова и тем более Киева – это ничем не подкрепленные фантазии. Имело бы смысл, с точки зрения этой военной российской логики, затягивать переговоры, если бы Россия находилась в масштабном наступлении, и можно было бы считать, что через полгода-год переговоры будут вестись на других условиях и с других позиций. Но абсолютно все понимают, что и через полгода, и через год диспозиция будет точно такая же. Вы, кстати, в курсе, что Часов Яр до сих пор полностью не захвачен? Половина города, о боях за который все говорили 1-1.5 года, до сих пор не под контролем России. А знаете, где этот город? Он в 9 километрах от Бахмута, который вагнеровцы захватили больше 2 лет назад. Один такой факт должен дать нам представление о реальных темпах этой войны и о перспективах для Путина получить лучшие фронтовые позиции на веков всех ныне живущих поколений, не то что на своем. А, например, цель сменить в Украине власть на марионеточный режим и таким образом поставить ее под контроль. Но на этом пути с 24 февраля 2022 года были получены выдающиеся отрицательные достижения. До этого дня российский сателлит Виктор Медведчук со своей партией ОПЗЖ, со своими многочисленными СМИ, был второй политической силой в Украине. И, возможно, его партия преуспела бы в следующем электоральном цикле, могла бы даже выиграть. Сейчас же у Владимира Зеленского могут быть любые проблемы с поддержкой во время и после войны. Но даже вообразить себе нельзя, что хоть какая-то политическая сила, хоть как-то аффилированная с Кремлем, имеет хоть какие-то шансы
Если только Украина не будет оккупирована целиком. Чего не произойдет, конечно. И ни один новый день войны не добавляет украинцам пророссийских настроений. Нет ни единой цели, которую можно достичь, продолжая войну. Единственная причина, по которой война продолжается, Путину все это в кайф. Старику нравится в вершителе судеб мира, а снова вручную отапливать подъезды в Салехарде на прямой линии не нравится. Эта война – следствие того, что одному человеку в очень важном и большом государстве дали сконцентрировать власть в своих руках. Сначала человек непосредственно занимался концентрацией власти и личным обогащением, и это всех устраивало. Автократы, они же вообще наилучшие партнеры для внешнего употребления. С ними все внешнее взаимодействие, как торги с вождями племен за стеклянные бусы. Вы даете им возможность безумно лично обогащаться, засыпая валютой, и получаете с них сколько хотите энергоресурсов по самым лучшим, совершенно вне рыночным ценам. А после все, что вы им заплатили, возвращается к вам обратно. В форме вилл, особняков, тайных счетов в ваших странах, оплаты обучения детей. На эти деньги существуют все ваши люксовые производители автомобилей, яхт, частных самолетов. На эти деньги лондонские и монте-карловские риэлторы зарабатывают на 5 поколений вперед. Страны НАТО всегда строили козни и хотели Путина свергнуть? Ну да, особенно страна НАТО Германия, получавшая дешевый газ и тут же отправлявшая в обратную сторону железнодорожный эшелон майбахов, который потом Навальный находил у всего путинского окружения. Просто ненавидела Германия Путина. Того самого Путина, что ее канцлеру обеспечил почетную пенсию с миллионной зарплатой в совете директоров Роснефти. Кушать не могла Германия, как Путин ей не нравился. Каждый сборщик Порше для очередного сынка очередного путинского друга приносил домой зарплату и плакал, как же он Путина не любит. А уж как плакали политики, за которых этот сборщик Порше голосовал. Потому что зарплата-то у него высокая, а цены на коммуналку-то из-за газа низкие. Как они все плакали, вы бы слышали. Наглухо коррумпированный жулик, который думает только о личном обогащении, который уничтожил всю оппозицию, это идеальный субъект любых переговоров и любой торговли. Никакая оппозиционная партия не придет спрашивать, что это вдруг Россия строит газопроводы себе в убыток. Никакое СМИ не будет расследовать, в чьих карманах осела прибыль, если «Газпром» оказался в убытках. И не случится такого, что ваш визави проиграет выборы и придется договариваться заново. Просто путинские дружки обогащаются на строительстве северных потоков, а вы получаете дешевый газ, и никто не задает никаких вопросов. Проблема в том, что люди не молодеют и не умнеют. Проблема в том, что жулик средних лет, которого интересует только строительство дворцов в лучших традициях придорожных мотелей, в итоге становится стариком, который хочет, чтобы его уважали и боялись. У которого уже столько миллиардов долларов и квадратных километров бетона в белом мраморе, что никакие объекты материального мира уже не могут его развлечь, не могут подарить мотивацию к жизни. Жулик наелся, и теперь ему нужна движуха. Ему нужно, чтобы его уговаривали, чтобы 1,5 часа, затаив дыхание, ждали, что он скажет. Ему явно интересны все эти фронтовые сводки, нравится ходить на оборонные предприятия, а когда он говорит об орешнике, то выглядит как ребенок 90-х, которому на день рождения Сегу подарили. Путин расцветает всякий раз, когда говорит о войне. На ней он не стареющий диктатор, а полководец, персонаж какого-то увлекательного фильма, который идет в реал-тайм 3D прямо вокруг него. Устранить причины этой войны невозможно, потому что они не в физических завоеваниях, не в политических достижениях. Война идет потому, что Путину она нравится. Непонятно, какими переговорами можно сделать так, чтобы она разонравилась. Бессмысленно говорить о территориях и жертвах, когда речь идет о простом удовольствии и радости, о причине вставать по утрам. Можно прийти к компромиссу по территориям, но нельзя прийти к компромиссу по удовольствиям. Дональд Трамп, похоже, искренне этого не понимает и реально воспринимает Путина как старого доброго чиновника-коррупционера, который про деньги, которому надо дать понять, что нынешняя политика делает его беднее, а не богаче, которому нужно просто предложить ту самую сделку, в которой он больше получит денег. Например, вновь начнет беспрепятственно поставлять газ в Европу, выйдет из-под санкций и перестанет тратиться на войну. И тогда он осознает, что влез в невыгодное дело и схватится за возможность вывернуть все в прибыль. Но Путин проехал тот этап, когда ему нужна прибыль. Денег у него неограниченное количество. Его деньги – это консолидированный бюджет Российской Федерации. Сотни миллиардов долларов в год. Все, что он мог купить за деньги, он уже купил.
Да, он в курсе, что война – страшно убыточное предприятие, и что никакие шахты на Донбассе не окупят ему даже десятка запущенных по Украине ракет. Арифметику на таком уровне он точно пока не забыл. Но он покупает этим нечто большее для себя. Те самые 1,5 часа, когда мир потеет и ждет, что он скажет. Это не имеет цены. Стоит дороже любых миллиардов, напрямую потраченных на войну, и любых триллионов, которые Россия потеряет в перспективе, на которые ему совершенно наплевать. Мы не знаем, чем и когда закончится эта война. Останется ли она в Украине или, что сейчас кажется более вероятным, ударит по Европе, особенно по странам Балтии. Одно мы понимаем точно. Эта война должна стать не меньшим уроком для человечества, чем 2 мировые. Идеология, природная кровожадность, воинственный бэкграунд, способность глаголом жечь сердца людей на стадионах – все это не так важно. Можно и без этого. Безнаказанность, концентрация власти и ресурсов способны из любой конторской моли сделать смертельную угрозу для мира, которую потом непонятно как гасить. Диктатура в значимой стране, уж тем более в такой стране, как Россия, это никогда не проблема только этой страны. Десятилетием раньше или позже она станет проблемой для всех. До завтра.